Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о ленововском планшете P11, который как раз за 11 тысяч рублей я недавно на распродаже на Али купил. Логично, что никакой таможни я не платил, логично, что этот ужасный вход пишется именно на этот планшет, на основную камеру, к сожалению, только в 1080p 30 fps, но по большому счету, чтобы подснять что-то дома и кому-то скинуть из разряда «смотри, какой я шкаф купил», этого достаточно. Логично, что на улице, тем более в вечернее время, как и я, вы ничего снимать не будете, только в каком-то ненормальном состоянии. Будем считать, что вы всегда в нормальном состоянии, поэтому худшей картинки вы не увидите. Очень быстро планшет, как и все, разряжается на морозе. По поводу остальных каких-то претензий, если честно, в ролике, конечно, они будут. Он, конечно же, с какими-то недостатками. Конкретно моя модель чуть не умерла, поэтому обзор вы и видите. Но в целом язык повернуться и сказать, что он ничего не стоит, я не смогу однозначно. За этот прайс подобного нет. Другой вопрос, что по full прайсу, только сколько они хотят, допустим, в российском ритейле, сколько они не хотят не на распродажах, разумеется, альтернатив, к сожалению, море. Менее именитых, но помним, что Lenovo, это не какой-то вам там, даже не BBK, это не Realme Pad, хотя, опять же, у него много хейтеров. Проще говоря, вы представьте, если вы за 10 тысяч покупаете телефон, за 11 он обычно хлам. Так вот, экран в 4 раза больше. Насколько он может быть лучше, этот планшет? Смотрим. Сегодня я расскажу вам о довольно интересном девайсе. Напоминаю, что на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии ежемесячно. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. В комплекте у нас максимально убогийший переходник. И разыгрываются Apple Watch 7 зеленые новые, Feel CG наушники. И еще много всего, описание смотрим. Коробка дешевая, коробка мрачная. На коробке написано самое главное, что дисплей 11 дюймов и 2К. Разрешение на версии Pro 2,5К. Стоит здесь у нас Snap 662, там, по-моему, 730 на 7700 мАч. Dolby Atmos. Ну и все. Здесь, в отличие от версии Pro, которую я вскрывал, к моей радости нет, потому что тоже была вскрыта коробка. Я не знаю, что они делают с этой коробкой. Мне не нравится, что они ее вскрывают, но черт с ним. Как есть, так и есть. Химией не пахнет. Планшет достается легко. Здесь у нас по-любому зарядка и инструкция. Зарядка, кабель USB Type-C на USB-A, скрепка. Вдруг вы купили версию не Wi-Fi, а если даже Wi-Fi, то там будет возможность расширить память. В отличие от версии Pro, USB версии 2.0, там стоит USB 3.0. Здесь у нас указано, что можно подключать клавиатуру, можно увеличивать громкость, уменьшать громкость. Качелька здесь, слот под сим-карты или карту памяти и кнопка питания без сенсора отпечатка пальцев, как в версии Pro. Смотрите, сколько отличий. Да? Как и в версии Pro, максимально убогая металлическая надпись Lenovo. Здесь Soft Touch пластик, наклейка снимается тоже с трудом. Следующий момент. Инструкция и скрепочка. Скрепочку берем. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, что туда можно запихать. А запихать туда однозначно можно карту памяти. Не прорезинена, разумеется. Кое-как вытянул, да. Карта памяти и все. Симки в моей версии запихать нельзя. Опа! Вот так оно и бывает. Только что я сломал салазки, к слову. Ладно, будем надеяться, что они не окончательно сломаны. Сразу говорю, что здесь у нас есть точно возможность подключить русский язык, Android 10 версии, и все загружается довольно быстро. Рамки притом меньше, чем у яблочных планшетов. Топ планшетов скоро будет на канале. Про этот смотрим. Поставляется данный девайс в двух цветах корпуса. Грифельный серый и платиновый серый. Сам корпус изготовлен из металла. Размеры составляют 258 на 154 мм и 9 мм в ширину вместе с камерой. И 7 мм без камеры. А весит устройство 491 грамм. Из рук без чехла планшет выскальзывает. Тыльная часть маркая, но все-таки отпечатки хорошо скрываются из-за цвета. Я, кстати, расстроен, что все-таки не купил ни чехлы, ни клавиатуру под него. Хотя клавы под P11 надо еще поискать. Не уверен, что они есть штатные, но потом посмотрю. На корпусе расположены клавиши регулировки громкости, кнопка питания, порт USB Type-C версии 2.0 для передачи данных и зарядки, печальный, старый, но чего тут удивляться, учитывая стоимость планшета. Четырехконтактный разъем Pogo Pin для подключения клавиатуры, слот для microSD, двунаправленный микрофон с цифровым сигнальным процессором Smart Voice среднего радиуса действия и 4 динамика с оптимизацией звука при помощи
помощи технологии Dolby Atmos. Сколько красивых слов, правда? Сборка в целом неплохая. У кнопок имеется незначительный люфт, все вырезы сглаженные. Оснащен аппарат 11-дюймовым дисплеем TDI с разрешением 2К 2000 на 1200 точек, нестандартно. И матрица Ura IPS, шима не будет. Со всех сторон дисплей окружен не самыми маленькими рамками, что тоже неудивительно. Плотность пикселей 240 dpi или 215 ppi по Antutu, и это реально мало. Максимальная яркость дисплея 400 нит, тоже не особо много. На солнце не хватает яркости. Автояркость на борту работает не всегда корректно. Частота обновления экрана не удивила, 60 Гц, минималочка такая. Планшет не поддерживает воспроизведение видео в 4К и на YouTube не воспроизводит формат больше, чем 1080p. Возможно, сторонними программами вам получится это все сделать, но у меня не получилось, я не особо заморачивался. Я считаю, что сток должен рулить. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Полноценного Always On Display, разумеется, нет. Есть функция всегда включенного экрана с заставкой времени и уведомлениями. Довольно странно, правда, для IPS. После включения этой функции планшет просто перестал отображать картинку и реагировать на касание, но об этом чуть позже. Мультитач есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи стандартных ключей ввода и распознавания лица, которое узнается долго, будет подтормаживать. Летим дальше. Процессор здесь старенький, Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core с техпроцессом 11 нанометров и 8 ядрами, максимальная тактовая частота которого 2 ГГц. Древний, я бы даже сказал. Графический процессор Adreno 610, интерфейс Android 11, оперативная память или DDR3 или DDR4 по Antutu непонятно. И доступна на выбор 4 или 6 гигабайт. И внутренняя память UFS 2.2, не самая убогая, но близко к ней. И расширить ее можно до 1 терабайта, разумеется, картой. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, вибро не топорная, к сожалению, не настраиваемая. Bluetooth почти последней версии 5.1. NFC, разумеется, не поддерживается. Платить планшетом вы не сможете. Из навигации имеется GPS, Beidou, GPS и GLONASS. На экране вы видите, какую точность выдает GPS среди высоток. Емкость аккумулятора равна 7700 мАч. В PC-марке он выдал 13 часов 42 минуты, осталось еще 20%, и тест я проводил, разумеется, на максимальной яркости. Максимальная герцовка здесь, напоминаю, к сожалению, только 60 Гц. За 2 часа 52 минуты от родного адаптера питания набежало 88%. Полный цикл зарядки составляет 4 часа 20 минут. По отзывам, так происходит не только у меня, и это не есть хорошо. За час игры в Genshin Impact улетело 26% на низкой графике при максимальной яркости. Но по большому счету на высокой и средней вы не сможете играть. Играть можно только на низкой графике, так как даже в этих условиях комфорта много нет. Фризы преследуют везде, хотя планшет яркость не снижал и сильно не грелся. Теперь по тестам. Тротлинг тест прошел и выдал 155 гипсов минимально, максимально 173 гипса и в среднем 168 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке показал в сингл-коре 307, в мультикоре 1216, 3D Mark выдал Wildlife 384, Wildlife Extreme Stress Test 108, Wildlife Extreme 107, Wildlife Stress Test 384, Slingshot Extreme 1143 и Slingshot 1793. В Antutu выдал 161 тысячу попугаев, в Storage тесте показал результат в 17 900 баллов. На холодную стресс-тест прошел не идеально, результаты вы видите на экране, если не сказать плохо. А теперь вернемся к происшествию, если его можно так назвать. Из коробки я сразу обновил прошивку, не меняя регион. После обновления все было хорошо. После сменил системный язык на русский и перешел во вкладку настроек экрана, чтобы активировать всегда рабочий экран. И после того, как я активировал данную функцию и заблокировал планшет, экран перестал подавать признаки жизни, откликаться на касание вообще. В конце концов, после долгих мучений с зарядкой и старых методов включить-выключить устройство, чудом планшет возобновил свою нормальную работу, так как даже перезагрузка не помогала. Так что будьте аккуратны. И вообще Always On Display на IPS это какая-то дичь. Летим дальше. С тыльной части расположена основная камера на 13 мегапикселей с автофокусом и вспышкой. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Фронталка на 8 мегапикселей расположена так, что предполагает только горизонтальное использование, но благо спрятана она в рамке и в глаза не бросается. Максимальное разрешение для съемки видео фронтальной камеры 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите. Хотя это планшет точно не про съемку. Великий ужасный планшет Lenovo 11P. Хочу отметить еще раз, что я его брал за 11 тысяч рублей, поэтому претензий к фронталке, на которой я сейчас извращаюсь при вас, у меня никакой. И вы видите, что ночью это дело бесполезно. В принципе, никто не покупает планшеты для того, чтобы использовать их как что-то для съемки. Но вот так работает фронталка. Сможете
пикселями разговаривать, будут видеть, что что кто-то что-то говорит, если будет по видеосвязи общение. Кстати, лицо он ловит нормально, просто лицо одно сплошное пятно. И небольшой тест основной камеры в вечернее время, и при том, что в вечернее время она снимает не намного хуже, чем в дневное. Почему? Потому что, во-первых, она печальная, а во-вторых, в вечернее и ночное время, как мы знаем, снег, который отражает свет. Источники как раз включаются вечером. Вот там я писал вход, если что. Вот там вот в мыльном пятне под надписью «Донатс». Минусы: интерфейс подвисает, в тяжелые игры не поиграешь, видео на YouTube в максимально доступном качестве не воспроизводит. Точно это можно завести, но это все с бубном, а хотелось бы сразу в стоке. И планшет может перестать работать в любой момент, это мой юзер экспириенс. Возможно, мне не повезло, еще раз повторяю, что купил я его ультра дешево, покупал я его примерно в районе 11 тысяч рублей. Это никакие не $250, какие он сейчас стоит. По ссылке в описании к видео посмотрите стоимость. В принципе, сейчас идет распродажа, можете сбить условно, наверное, на 2-3 промокодами. Промокоды также смотрим в моем телеграм-канале. Сейлы на Али чаще всего вообще 2 раза в месяц. Январский сейл я вообще не понимаю, учитывая, сколько мы потратили в ноябре и декабре. Не знаю, кто будет что-то приобретать. Ну, я телефоны. Блогеры, в общем, в целом. Так что подписываемся на телеграм-канал со скидками и смотрим, что у нас свежего и веселого. В феврале будет, кстати, очень много xiaomi-шных новых телефонов. А недавно был Samsung S21 FE. Посмотрите, что не стоит покупать за свои деньги. Резюмирую, аппарат стоит своих денег. В данном случае это неплохой среднячок, который пригоден для просмотра фильмов и для простых игр. Покупать его можно только в том случае, если вы рисковый человек и не боитесь после обновления получить 11-дюймовый кирпич. В принципе, с тем же успехом можно купить Realme Pad. По большому счету, плюс-минус одно и то же. Даже Realme, наверное, лучше в плане поддержки. Он у меня не умирал. Но опять же, это исключительно мой юзер экспириенс. Интересен ли вам обзор на Lenovo P11 Pro? Пишите. Я его купил за 18 тысяч в распродажу в ноябре, и он мне больше понравился, я думаю, вы догадываетесь. Пишем в комментариях, что еще купить на обзор. Скоро будет 2 Motorola, которые вы ждете, и C30, и X30 тоже. Девайсу очень скромная, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.